Доброе утро, зрители Stop Game! Сегодня среда, все в порядке, мы просто поменялись с Ильей инфактами. Это всего на разочек, чтобы вы не расслаблялись. У только что анонсированный Doom интересные источники вдохновения. В серии начинается кроссовер со средневековым фэнтези. В The Dark Ages палач Рока носит меховой плащ, сражается со щитом и летает на драконах. Хотя сеттинг для серии нестандартный, первые две Doom все равно остались важным источником вдохновения. И это не я такой наблюдательный. Об этом рассказали гейм-директоры The Dark Ages Хьюго Мартин и Марти Стрэттон. Чтобы добиться большего попадания в необычный сеттинг, арены в The Dark Ages приземлили. В них меньше вертикальности, чем в Doom Eternal, и, естественно, придется меньше носиться в воздухе. Хьюго Мартин проводит такое сравнение. В Eternal вы были истребителем, а в The Dark Ages станете танком, примерно как в оригинальных Doom. Чтобы еще лучше подогнать дизайн игры под более танковый геймплей, в первых Doom подсмотрели еще одну деталь, а именно медленные вражеские снаряды, которые наносят много урона. В новой части придется много маневрировать между такими снарядами, а противники станут стрелять шаблонами. Получится нечто вроде Bullet Hell'а, только с видом из глаз. The Dark Ages будет чередовать темп геймплея. Вместе с традиционными линейными уровнями там также появятся открытые пространства, в которые вы будете время от времени возвращаться и открывать там новые территории. Подробнее об исследовательском аспекте игрового процесса расскажут позже. С точки зрения визуальной составляющей и общего ощущения от игры, ориентирами для авторов стали царь Леонидас из фильма «300 спартанцев» и Арагон в битвах из «Возвращения короля». Хореография Леонидаса также убедила разработчиков ввести щит. Они даже сделали внутренний мем, где прифотошопили Леонидасу дробовик вместо меча. Ох уж этот геймдизайнерский юмор. Осталось с 25-го года дождаться, и можно будет погонять этого Арагон Гая. BioWare провела обещанную трансляцию с геймплеем новой Dragon Age The Veilguard. Там показывали вступление, где антагонист Солос разрушает завесу, грань, отделяющую мир игры от мира демонов. По 20 минутам геймплея получилось очень многое узнать. Например, что The Veilguard заметно клонит в экшен. Главный герой активно уворачивается, скачет между противниками и даже отражает снаряды обратного врага, если верно угадать тайминг. О более размеренном геймплее из прошлых частей напоминает разве что тактическая пауза. Но она, судя по превью, совершенно не обязательно. В ролике успели показать две локации: Минратос, столицу Тавентера, и эльфийский лес Арлатан. Среди спутников главного героя появляются гном Варик, скаут Лейс Хардинг из Инквизиции и маг льда Ниф Галус. Это новый персонаж. В конце ролика также показывают Солоса. Позже появились превью от журналистов, которым повезло увидеть не 20 минут, а целых 60 минут игрового процесса. В них тоже есть кое-что интересное. Например, про редактор персонажа. В нем доступно 4 расы: человек, эльф, кунари и гном. 3 основных класса: воин, маг и разбойник, причем у каждого есть еще по 3 подкласса, и несколько вариантов предыстории. Она влияет на отношения с фракциями и набор бафов. Редактор внешности называют дотошным. Кроме обилия причесок и кастомизации частей тела, там есть даже опция освещения, чтобы посмотреть, как ваш персонаж будет смотреться в разных условиях. Еще можно создать Инквизитора, главного героя предыдущей игры. Там также понадобится указать ряд ваших решений из Inquisition, которые повлияют на начало сюжета The Veilguard. Еще журналисты выяснили, что открытого мира в игре не будет. The Veilguard разбита на миссии. Да, появятся более открытые уровни, различные ветви для прохождения, тайны и побочные задания, но в целом игра остается поделенной на части. В беседе с журналистами разработчики говорили о том, что хотят добиться контрастности в атмосфере. Мол, если все будет только темным, то ничего не будет казаться темным. Кроме того, авторы подметили, что игра работает на последней версии Frostbite. Она предлагает, например, продвинутую симуляцию волос. Dragon Age The Veilguard выходит осенью этого года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Заявлен текстовый перевод на русский. Ubisoft провела геймплейную демонстрацию Star Wars Outlaws, а уже через день пресса опубликовала превью игры. Журналистам предложили пройти 3 секции. В одной был стелс, в другой платформинг, а третья предлагала угнать корабль и пострелять в космосе. В миссии со скрытым прохождением необходимо кое-что выкрасть у Багрового Рассвета. Чтобы оставаться незамеченной, Кей Вест должна красться и посылать своего питомца Никса отвлекать врагов. Как написали в Еврогеймер, делает он это весьма мило. Однако противники в демо словно забыли надеть очки. Они
они не замечают девушку и игнорируют товарищей в отключке. Если же скрытно выполнить задачу не удалось, начнется перестрелка. В бою Кэй использует свой бластер и подбирает оружие поверженных врагов. Длинный список отзывов об игре можете найти в заметке у нас на сайте. Но вот тот, который подытоживает впечатление части журналистов. Его опубликовало издание VGC. Star Wars Outlaws похоже сразу на многие игры, с которыми вы знакомы, но в ней собрано все самое лучшее из них. По ощущениям журналиста, адвенчура уложится примерно в 40 часов, но может оказаться слишком растянутой. Если бы Ubisoft сделала Outlaws в 2 раза компактнее, вышла бы насыщенная игра в духе Uncharted. Специалист из PC Gamer считает, что успех проекта будет частично зависеть от того, как разработчики справятся с элементом песочницы. Outlaws ведь станет первой игрой с открытым миром во франшизе. Вот Еврогеймер, напротив, раскритиковала проект. Поигравший журналист описал боевик как позитивно древний. Мол, после демоверсии складывается впечатление, что приключение КВС отстает от индустрии как в плане механик, так и в плане исполнения. В ней якобы не хватает деталей, стиля и изобретательности. Релиз Star Wars Outlaws запланирован на 30 августа для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. В наличии русские субтитры. Вышел обзорный трейлер The Forever Winter. Это мрачный кооперативный боевик для 4 от студии FunDog. Первый проект команды. Действие игры разворачивается в будущем. Там все друг с другом перессорились, и 2 враждующие армии потихоньку разрушают землю. Вы играете за выживальщика, собирающего ресурсы в этих неуютных условиях. Враги лучше вооружены и в большем числе, поэтому нужно быть осторожным. Или хотя бы не стрелять во все подряд, чтобы избежать нежелательного внимания. После выполнения заданий вы возвращаетесь в убежище, где встречаете других выживших, торговцев и наемников. Создатели обещают даже какую-то систему баланса сил. Каждый выбранный заказ влияет на позиции фракций. Есть прокачка, костюм выживальщика можно улучшать сменными модулями, а оружие модифицировать. Все это нужно делать, чтобы, например, иметь больше шансов в сражениях против сложных боссов. Авторы Atomic Heart опубликовали следующий патч, который добавляет в игру разные важные улучшения. Ключевое — добавление трассировки лучей через DXR на ПК. Есть 3 режима — производительность, качество и баланс. Рекомендуется карта с не менее чем 12 гигабайтами видеопамяти. Только имейте в виду, что при включении трассировки главный герой не отражается в зеркальных поверхностях. Также добавили больше ачивок для DLC Узник Лимбо, целых 10 штук. А еще прикрутили настройки доступности. Теперь можно, например, отключить тряску камеры, автоматически решать головоломки, подсвечивать интерактивные объекты и даже погонять с черно-белым фильтром. Баги, естественно, тоже были пофикшены. Куда без этого? А еще, куда же stopgame.ru без новых видосиков и текстов? Степан Песков рассказал об онлайн-выживаче о каменном веке Soul Mask. А Семен Окороков выкатил почти 1,5 часа истории создания первой Splinter Cell. Обязательно заходите почитать и посмотреть. Хорошей вам среды! Пока!